Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Plants World. Сегодня у нас будет не только новое натуральное удобрение, которого на этом канале еще ни разу не было, но и разберем с вами частый вопрос, который у меня появляется в комментариях, и решим одну из довольно частых проблем со спатифилумом. Поэтому прямо сейчас нажмите лайк под это видео, ведь так гораздо больше людей смогут применить нашу сегодняшнюю подкормку. И начинаем. У меня периодически в комментариях появляются такие вопросы, почему желтеют кончики листьев у спатифилума. И действительно, если обратить внимание даже на мое растение, то можно увидеть запросто, что некоторые листья очень хорошо выглядят, очень крупные, никаких нет пожелтений на кончиках и никаких других изъянов, а некоторые, прямо скажем, не в лучшем сейчас виде, и можно, конечно, их пообрезать, но у многих людей такая ситуация со всеми листьями происходит. А причин здесь сразу несколько вот этих вот изъянов, которые портят внешний вид, и самое главное, говорят нам о том, что с растением не совсем все в порядке, и можно улучшить его состояние, решив три эти причины, которые сейчас с вами перечислим. Мы не только избавим растение от этого косметического дефекта, но и поможем ему быстрее расти и активнее дольше цвести. Потому что все это очень даже связано. Первая причина, она, пожалуй, самая очевидная, потому что это растение тропическое, оно привыкло расти в очень большой влажности, и вот то, что я сейчас и делаю, вам показываю, это просто регулярно опрыскивать листья обычным пульверизатором. Это очень полезно, очень хорошо для этого растения. Помимо того, что мы смываем пыль с листиков, мы помогаем им лучше дышать, мы помогаем растению выглядеть замечательно, листья начинают блестеть, и все просто отлично. Особо на цветы стараемся не прыскать, когда это делаем, потому что я слышал, что это не очень полезно именно для самих цветков, а вот для листьев это просто супер. Поэтому обязательно это делайте, и именно из-за недостатка влаги чаще всего, особенно в зимний период, когда у нас отопление, когда воздух максимально сухой, чаще всего эта проблема из-за этого и возникает. Но есть и другие причины. Их сейчас вам тоже обязательно расскажу, но помимо опрыскивания мы можем решить эту проблему еще двумя способами. Либо, если у вас есть увлажнитель, поставить это растение просто рядом с увлажнителем воздуха, будет чувствовать оно себя лучше, просто лучше некуда. И помимо этого можно, если уже нет увлажнителя у вас дома, можно просто поставить рядом какую-то емкость с водой рядом с растением, она будет постепенно испаряться и будет также такой хороший эффект. Вторая причина более серьезная уже. Если растение плохо себя чувствует, если долго вода застаивается в горшке, или наоборот, вы редко поливаете ваш цветок, из-за этого также могут быть такие проблемы. Ну и третья причина – это непосредственно качество воды, которую вы поливаете. Если вода жесткая, с-под крана, со всякими примесями и прочей ерундой, то это также очень плохо для такого чувствительного к воде растения, как спатифилум. Оно очень любит воду. Конечно, не стоит его переливать, но этого растения очень любит влагу, поэтому к этому тоже стоит отнестись серьезно. И сейчас вам показываю эту луковицу не случайно, потому что это первый ингредиент для нашей сегодняшней подкормки. Лук у нас полезен не только для пищи, для человека, но и для растений, потому что на самом деле содержит в себе целую массу полезных элементов, таких как, например, калий, кальций, железо, бор, сера, магний, цинк, витамины группы В, которые очень актуальны и очень важны для развития наших растений, для цветения непосредственно. И такое средство поможет нашему спатифилуму выпустить больше новых цветочных веток. Если он у вас уже цветет, поможет ему дольше это делать. И сейчас мы это все дело начнем готовить. Сейчас нужно просто почистить лук. Нам не понадобится огромная луковица, вы лучше возьмите маленькую, если у вас она будет в доступе есть, у меня вот ее не было, поэтому взял крупную. Теперь просто ее очищаем от кожуры. Кожура, кстати, может быть тоже удобрением, но в этот раз мы обойдемся без этого способа, потому что будем задействовать сам лук, то, что внутри. На самом деле просто отлично, что витаминов группы В очень много у нас в луке. В1, В2, В3, В6, В9 и В12. Аж столько, целых 6 витаминов группы В.
И это также у нас будет отлично сказываться на наших растениях, на их состоянии. Кроме всего прочего, поможет это средство не только начать цвести нецветущему растению, но и быстрее восстановиться после стресса, после пересадки, а также, что очень актуально для многих из нас, несмотря на то, что это растение нужно пересаживать, считается раз в год, я знаю, что очень многие люди этого не делают, потому что элементарно не хватает на это времени. А это растение, конечно, в некоторых случаях обязательно следует пересадить, иначе оно просто погибнет, потому что если оно слишком разрослось, вот именно в этом случае его пересаживать нужно срочно, прям 100%. Но если ваше растение еще не слишком разрослось, а наоборот, если плохо себя чувствует, то, конечно же, тут лучше воспользоваться подкормками, потому что они обогатят почву. Почва, как известно, с годами у нас теряет питательность свою, и растение все из нее впитывает, почва становится объединенная такая, и это также нужно заменять при пересадке. Но удобрения могут немножко нам продлить, отодвинуть пересадку, скажем так, и как раз таки будет это актуально. Вот половину большой луковицы я в своем случае буду использовать. Насыпем сейчас все это, пересыпаем в банку стеклянную пол-литровую. Лучше, конечно, легче было бы использовать просто маленький лук. И теперь необходимо все это оставить. Мы нальем сейчас сюда воды, я ее разогрел не до кипения, а до градусов 70 примерно, чтобы маленькие пузырьки появлялись. Кипящая вода, она, скажем так, мертвая становится в каком-то роде, поэтому это не очень хорошо. Растениям это тоже не полезно, как и людям, кстати. Поэтому наливаем это все теплой водой и закрываем крышкой. Оставляем это все на несколько часов, можно на где-то 3-4 часа оставить. И после этого сейчас начнем заниматься вторым нашим ингредиентом. Вот у нас тут подготовил я сразу пол-литра еще воды. И кроме лука сегодня у нас будет участвовать рис, обыкновенный белый рис, который есть 100% у вас дома наверняка. Рис содержит минеральные вещества, которые могут быть очень полезны для растений, особенно для таких как спатифилум, антуриум, орхидеи. Также это все активно пользуются опытные садоводы для подкормок и получают отличные результаты. Пышное долгое цветение и появление новых красивых крупных листьев. В рисе у нас содержатся калий, железо, кальций и медь. Эти микроэлементы необходимы для роста и развития растений, и в сочетании с луком такая подкормка должна дать очень мощные результаты. Опять-таки пол-литра воды, потому что мы будем все это смешивать после того, как отстоится у нас лук, будем все это смешивать. И на пол-литра воды сюда насыпаем 3 чайных ложки риса, или 1 столовую можно просто насыпать. Будет примерно одинаковое количество. И сейчас наша задача хорошо это все размешать, чтобы рис, все эти микрочастички, которые там в виде, можно сказать, даже порошка на нем все лежат в упаковке, они 100% у вас есть там. Просто на вид рис кажется только рис, на самом деле там еще есть такая рисовая мука своего рода. И мы именно ее и будем сегодня задействовать. Хорошо сейчас размешаем, чтобы остались эти все частички малюсенькие в воде. И, конечно же, не будем это все так просто наливать в наш цветок, не процедив. Это очень важно. Кстати, друзья, интересно, откуда вы смотрите это видео, из какой страны, из какого города, потому что я знаю, что мой канал смотрят люди из разных стран и городов, и это здорово, что все они интересуются, как же сделать свои цветы более красивыми. Тоже лук уже настоялся, несколько часов у меня постояла эта баночка, и вода немножко изменила цвет. Это явный знак к тому, что все у нас уже готово. Теперь осталось все наше средство смешать в одно. Получается в итоге у нас литр. Если в пропорциях таких, как я вам показываю, то получится в итоге 1 литр у нас удобрения, потому что была пол-литра рисовой воды и пол-литра воды с луком. Ну и теперь, друзья, самое главное — применить наше средство, а есть сразу несколько вариантов, и все они по-своему хороши и по-своему важны. Сейчас начнем их с вами разбирать. Первый случай — это когда мы просто протираем ватным диском каждый листочек
И смысл этого действия, казалось бы, довольно такого кропотливого, в том, что мы хорошо, качественно сотрем всю пыль, все загрязнения с листиков. Вот вы видите буквально, как сразу все преображается. И это тоже периодически важно делать. Не стоит обходиться просто опрыскиванием, потому что остаются все равно какие-то небольшие разводы, какие-то пылинки все равно в каких-то складках листьев остаются, и не стоит так просто это все бросать там, оставлять. Теперь просто можно полить под корень. Полью остальные свои растения, не только спатифилум, потому что это средство отлично будет и для них. Так что используйте смело и на орхидеях, и на антуриумах, и на всех других. А использовать такую подкормку не стоит чаще, чем один раз в месяц, потому что это будет перебор, если мы будем вносить ее чаще, а это может быть даже хуже, чем не использовать ее в принципе. Так что с этим также будьте осторожны и не перебарщивайте с концентрацией также, потому что лук это довольно такой активный компонент, с ним не стоит перебарщивать. Друзья, очень важна ваша поддержка, поделитесь этим видео с друзьями, так узнают не только они, но и узнают гораздо больше людей про эту отличную подкормку, и их растения будут чувствовать себя замечательно. А пока гляньте вот это видео, здесь тоже мы отличное средство приготовили. Увидимся совсем скоро, всем пока.